Привет, Арми. А что, если все, что, как вам кажется, сказал Чон Чингук, на самом деле не то, что он имел в виду? Что, если одного предложения, вырезанного, переведенного и брошенного в алгоритм, оказалось достаточно, чтобы вызвать глобальную бурю? И почему реакция Ким Тэ-хёна, молчаливая, нечитаемая, почти слишком сдержанная, за считанные минуты вызвала волну теорий заговора в социальных сетях? Сегодня вечером мы задаем вопрос, который потряс поклонников BTS по всему миру. Исказил ли интернет слова Чингука, или его сообщение раскрыло нечто гораздо более глубокое, чем кто-либо ожидал? Представьте себе. Прямая трансляция заканчивается. Начинают распространяться скриншоты. Фраза, всего лишь фрагмент, отрывается от контекста и становится трендом. TikTok наводняют правки. Переводы конкурируют. Хэштеги множатся. В течение часа формируются нарративы. В течение 2 распространяются обвинения. В течение 3 тонкая реакция Тэ-хёна становится центральным элементом настолько взрывоопасной теории, что даже давние поклонники чувствуют, как земля уходит из-под ног. Но вот неожиданный поворот. То, что на самом деле сказал Чингук, может быть полной противоположностью тому, что утверждает интернет. Это не просто очередной заголовок о BTS. Это настоящий цифровой пожар. Все началось тихо. Никакой драматической музыки, никаких постановочных заявлений, просто Чингук говорил знакомым фанатам тоном, размеренным, задумчивым, осторожным. Он говорил о давлении, ожиданиях и тяжести постоянного наблюдения. Его слова, переведенные в режиме реального времени фанатами по всему миру, содержали нюансы. Он говорил о том, как люди часто слышат то, что хотят услышать, и как иногда формируются версии событий еще до того, как дойдет правда. Это было философски, почти абстрактно. Затем последовала фраза, одна единственная строчка, вырванная из более длинного объяснения, без окружающих ее абзацев и опубликованная отдельно, вне контекста. Через несколько минут эта изолированная цитата стала трендом. Реакционные аккаунты анализировали его тон. Появились темы, посвященные чтению по губам. Аналитики-любители сосредоточились на микровыражениях. И затем, почти неизбежно, всплыло слово «заговор». Потому что Тэ-хён отреагировал. Не заявлением. Не опровержением. А чем-то гораздо более взрывоопасным в эпоху интернета, молчанием, за которым последовала тонкая публикация, одно единственное изображение, загруженное спустя несколько часов. Без подписи. Без объяснений. Просто мрачная фотография, которую фанаты тут же начали расшифровывать. Было ли это связано? Было ли это совпадением? Или интернет снова сплетал нити, которым не суждено было переплестись? За ночь резко возросло количество поисковых запросов. Скандал с заявлением Чингука, говорил ли Чингук о Тэ-хёне, теория заговора BTS, слухи о манипуляциях HYBE, объяснение реакции Тэ-хёна. Алгоритм не ждет контекста. Он вознаграждает скорость. Он усиливает уверенность. И в этом случае уверенность пришла раньше ясности. Но внимательные наблюдатели заметили нечто другое. Чингук не назвал Тэ-хёна по имени. Ни разу. Он никого не обвинил. Он не намекнул на предательство. На самом деле, все его заявление было сосредоточено на ответственности, его собственной ответственности, говорить ясно и избегать недоразумений. Он признал, что в мире, где все взаимосвязано, фрагменты могут превратиться в заголовки. Он даже слегка улыбнулся и сказал, иногда история становится больше, чем предложение. По иронии судьбы, это предложение стало историей. Так почему же пост Тэ-хёна вызвал такие бурные спекуляции? Потому что важен момент. Потому что важна история. Потому что фанаты помнят каждый взгляд, каждую прогулку в аэропорту, каждый едва заметный жест, который когда-то казался незавершенным. Когда он опубликовал это задумчивое фото, теории нагромоздились одна на другую. Каждая из них предполагала, что слова Чингука несут в себе скрытый смысл. Но что, если это не так?
Эксперты в области цифровых медиа описывают явление, называемое ускорением повествования, когда сообщество коллективно выстраивает сюжетную линию быстрее, чем факты успевают ее усвоить. В таких огромных и эмоционально вовлеченных фандомах, как ARMY, это ускорение происходит с молниеносной скоростью. Взгляд становится подсказкой. Пауза – напряжением. Философский комментарий – признанием. И чем драматичнее интерпретация, тем шире она становится. Таким образом, настоящая напряженность, возможно, существует вовсе не между Чингуком и Тэхёном, а между намерением и интерпретацией. Чингук говорил о недопонимании, о том, как уязвимость в интернете может быть превращена в полемику. Он просил слушателей услышать все сердце, а не только самую громкую часть. Эта фраза не попала в тренды. Она была слишком спокойной, слишком сбалансированной, слишком разумной. Возмущение распространяется быстрее, чем нюансы. Тем временем изображение Тэхёна продолжало распространяться. Фанаты анализировали цветокоррекцию, временные метки, символику. Некоторые видели доказательства скрытого напряжения. Другие видели совпадение. Третья группа предположила нечто совершенно иное, что внешние силы и алгоритмы усиливают разделение просто потому, что это стимулирует вовлеченность. Данные подтвердили эту идею. Спекулятивные видеоролики с драматическими названиями набирали просмотры быстрее, чем полные переводы прямой трансляции. Возмущение превосходило контекст. Но началось более тихое контрдвижение. Фанаты делились полными стенограммами. Они призвали других посмотреть трансляцию целиком. Они попросили Сима вопрос: кому выгодно, когда слова Чингука искажаются? Потому что искажение имеет последствия эмоциональные, межличностные, репутационные. Чингук часто говорил о давлении миллионов, интерпретирующих каждое слово. Тэхён говорил о том, как молчание заполняется предположениями. С этой точки зрения, эта ситуация больше похожа на исследование психологии современного фандома, чем на скандал. Подтверждения по-прежнему нет. Нет прямого упоминания. Нет доказательств конфликта. Только обрывочное предложение и неоднозначная фотография. По иронии судьбы, этот скандал подтверждает точку зрения Чингука. Нарративы действительно становятся больше, чем предложения. Истории действительно обретают целостность, прежде чем контекст догонит. Возможно, никакой скрытой драмы не было. Возможно, было лишь размышление, два артиста, ориентирующиеся в гиперсвязанном мире, где искренность может быть переосмыслена как скандал. Итак, прежде чем следующий скриншот станет вирусным, прежде чем взорвется следующая ветка обсуждений, возможно, самым радикальным действием будет и самое простое – посмотреть всю трансляцию, прочитать полный перевод и прослушать все предложения целиком. Потому что иногда мы не раскрываем скрытые истины. Иногда мы просто наблюдаем, как интернет превращает нюансы в повествование, а повествование в шум. И все же, даже после того, как факты улеглись, эхо спора остается. Потому что в интернете первые впечатления редко исчезают, они окаменевают. Неправильно процитированное предложение может жить вечно на скриншотах, даже после того, как полное видео забыто. Одна единственная спекулятивная ветка может превзойти правду в результатах поиска. И для таких артистов, как Чон Чингук и Ким Тэхён, эта вечность имеет свою тихую цену. Каждое слово должно пережить не только интерпретацию, но и искажение. Каждое молчание рискует стать заголовком. Что отличает этот момент, так это не масштаб слуха, а скорость. Много лет назад недоразумения распространялись днями. Теперь это занимает минуты. Видеоролик распространяется быстрее, чем разъяснение. Эмоции распространяются быстрее, чем доказательства. К тому времени, как всплывает полный контекст, повествование уже превращается в убеждение. А как только убеждение сформировано, исправление для некоторых воспринимается скорее как отрицание, чем как правда. В этом парадокс современной фандомной культуры, окружающей BTS. Та же страсть, которая защищает участников, может непреднамеренно оказывать на них давление.
Фанаты хотят прозрачности, но анализируют каждое слово. Они хотят подлинности, но ставят под сомнение каждое случайное предложение. Они хотят близости, но воспринимают дистанцию как конфликт. Забота и подозрения начинают сливаться в одно и то же поведение. Тем временем Чингук продолжает вести себя как всегда, говорит тихо, тщательно подбирает слова, чаще выражает благодарность, чем объясняет. А Тэхён продолжает публиковать свои работы так же, как и всегда, абстрактно, эмоционально, открыто для интерпретации. В их поведении ничего по-настоящему не изменилось. Изменился только объектив. Изменился только алгоритм. Изменились только ожидания аудитории. Так что, возможно, настоящая история вовсе не в том, что они имели в виду. Возможно, дело в том, как легко смысл переписывается, как только он покидает уста говорящего. Как быстро размышление превращается в откровение. Как быстро уязвимость становится доказательством. В этом смысле полемика говорит меньше о художниках и больше о нас, о том, как сильно мы хотим, чтобы каждый момент скрывал секрет, каждая пауза содержала послание. Потому что иногда предложение – это просто предложение. Иногда фотография – это просто фотография. А иногда молчание – это просто молчание, не стратегия, не символизм, не сигнал. Но в мире, приученном искать подсказки, простота кажется подозрительной. И это, возможно, самая показательная истина из всех. С каждым днем шум постепенно начинает стихать, но не исчезает полностью. Он никогда по-настоящему не исчезает. Подобные полемики не заканчиваются четкой остановкой, они затухают слоями. Новый заголовок сменяет старый. Другой ролик становится популярным. Внимание переключается на что-то другое. Однако где-то на заднем плане первоначальное недоразумение все еще витает в воздухе, закладка, перепост, ожидая, когда алгоритм снова в нем нуждается. Такова странная загробная жизнь цифровых моментов. Они не умирают, они зацикливаются. Через несколько месяцев кто-то может заново обнаружить ту же самую вырванную цитату без контекста, и цикл может начаться заново. Новые поклонники могут увидеть ее впервые и предположить, что она свежая. Старые теории могут быть переупакованы как скрытые истины. И снова эмоции могут превзойти доказательства. Не потому, что люди хотят хаоса, а потому, что интернет вознаграждает драму гораздо больше, чем терпение. Но если вернуться к полной прямой трансляции, к полному, неотредактированному эфиру, атмосфера кажется удивительно обыденной. В его голосе нет напряжения. Нет закодированного сообщения. Нет секретного откровения. Просто молодой артист честно говорит о давлении, об ожиданиях, о том, как легко слова могут быть неправильно поняты. Это тот тип разговора, который он вел много раз раньше. Тот, который никогда не предназначался для того, чтобы стать заголовком. И, возможно, именно этой обыденности и не хватает теории заговора. В реальной жизни редко бывает так, как в триллере. Фри-отношения не решаются загадочными постами. Конфликты не скрываются в поэтических монологах. Большинство моментов просты, даже обыденны. Но простота не становится трендом. Спокойствие не становится вирусным. Поэтому интернет добавляет тени там, где их нет, превращая повседневную человечность в кинематографическую драму. В конце концов, остается не вражда и не раскол. Это напоминание. Напоминание о том, что контекст имеет значение. Что переводы имеют значение. Что тон имеет значение. И что иногда самое ответственное, что может сделать слушатель, это замедлиться. Потому что, когда мы спешим с выводами, мы не просто неправильно слышим слова, мы их переиначиваем. Мы непреднамеренно возлагаем бремя на людей, которые и так несут на себе больше, чем мы видим. А для художников, живущих под постоянным наблюдением, это бремя накапливается тихо, день за днем. Так что, возможно, настоящий вопрос никогда не был, что он тайно имел в виду. Возможно, лучший вопрос, действительно ли мы слушали?
В мире, где так быстро прокручивается лента, это может оказаться самым сложным. Поэтому, прежде чем поверить следующему трендовому ролику, прежде чем поделиться следующей теорией, прежде чем предположить худшее из одного предложения, ставьте паузу. Послушайте еще раз. Посмотрите полную историю. Выбирайте контекст, а не хаос. Потому что иногда самые громкие заголовки – это неправда, а не просто самые быстрые. И, возможно, настоящий способ защитить Чон Чин-гука, Ким Тэ-хёна и BTS заключается не в погоне за каждым слухом, а в доверии тому, что мы всегда видели, их искренности, их единству и их сердцу. В мире, полном шума, будьте фанатом, который ищет правду. Не фрагмент. Не теорию. Правду. Если вы дослушали до конца, спасибо за то, что слушали с открытым умом. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео, чтобы больше ARMY смогли увидеть полный контекст, а не только заголовок. Увидимся в следующей истории.